Здравствуйте, уважаемые ютубозрители! Сегодня на канале пробный выпуск в новом формате. Небольшая подборка наиболее значимых, на мой взгляд, новостей за июнь по Эстонии, Латвии и Литве. Надеюсь, первый блин вышел не совсем комом, и он придется вам по вкусу. И подобные ежемесячные новостные блоки станут регулярными. Что ж, поехали! Еще весной казалось, что Эстония вышла из затяжной рецессии, которая длилась более 2 лет. Однако, по уточненным данным, в первом квартале после роста в конце прошлого года вновь отмечен небольшой спад ВВП на 0,3% к аналогичному периоду 2024. Так что восстановление экономики пока хрупкое и неравномерное, но в целом смена тренда очевидна. Рост экспорта в последние месяцы намекает, что второй квартал будет лучше предыдущего. В Латвии, экономика которой последние пару лет в целом чувствовала себя лучше эстонской, тоже отмечен спад на 0,3%. А вот экономика Литвы растет, опережая даже оптимистичные прогнозы. В первом квартале ВВП прибавил 3,2% к аналогичному периоду прошлого года, один из лучших результатов в Евросоюзе. Экономисты осторожничают и все же предсказывают, что в целом год может оказаться не таким удачным, общий рост снизится. Но это предполагаемое снижение до 2% роста для соседей пока образец успеха. Несмотря на общий кризисный фон, ряд отраслей в Эстонии и Латвии сумели нарастить прибыль. Особенно выделяются IT-компании. Но малый бизнес остается в проигрыше. Его доля в экономике Эстонии снижается уже 3-й год подряд. Все больше компаний либо закрываются, либо переходят в неформальный сектор. Особенно тяжело тем, кто работает в сфере услуг, в строительстве и розничной торговле. Все это непосредственно затрагивает туристический сектор, рассказ о котором я продолжаю во второй части выпуска о туризме в странах Балтии. Смотрите во вторник, 1 июля. Вас ждет много познавательной информации и показательное сравнение стран Балтии с Россией. Рынок жилья, довольно инертный, по-прежнему переживает не лучшие времена. В Таллине и Риге число введенных в эксплуатацию квартир за первые месяцы года минимальное за последние 5 лет. В Литве ситуация немного лучше, но рост предложения все равно отстает от спроса. Особенно это ощущается на фоне увеличения числа студентов-иммигрантов. Аренда дорожает, особенно в столицах. Молодые семьи и выпускники вузов сталкиваются с невозможностью снять жилье по разумной цене. Купить тем более. Особенно сложная ситуация в Таллине, где квадратный метр стоит почти вдвое дороже, чем в Риге. Я подробно написал об этом в колонке для деловых ведомостей. Ссылка в описании видео. Известный своими сравнениями цен портал Numbeo выпустил свежий рейтинг качества жизни. Лидер 3-й сезон подряд – Люксембург. В первой десятке с ним, как обычно, Северная Европа – Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия. Эстония, хоть и опускается в этом рейтинге в последние годы, на солидном 15 месте, сразу за Швецией и опережая Японию и Испанию. Литва заняла 21 место, Латвия – 32. А вот Россия только 71. Ниже Белоруссии, Грузии, Армении и даже переживающей 4-й год российскую агрессию Украины. При этом российская пропаганда упорно называет страны Балтии отсталыми, нищими и вымирающими. Если взглянуть на города, то и здесь расклад интересен. Дорогой Таллин уверенно опережает Ригу и Вильнюс по качеству жизни. Особенно высоко оцениваются здесь безопасность, экология и транспорт. Рига проигрывает соседям по всем ключевым параметрам, а Вильнюс уверенно держится в середине. В июне Таллин стал одной из столиц мировой поп-музыки. Сначала здесь, на певческом поле, выступили Imagine Dragons. Затем Джастин Тимберлейк, вскоре после того, как с большим успехом дал концерт в Каунасе, где всю арену стадиона Дариуса и Греноса объемом примерно 45 тысяч зрителей распродали за 80 минут. Оба таллинских концерта собрали по 50-60 тысяч зрителей, в том числе множество гостей из соседних государств. Это не просто культурное событие, это часть имиджа региона. Столицы стран Балтии все чаще попадают в маршруты мировых туров. Это влияет на восприятие региона, не как восточной окраины, а как части общей европейской культурной карты. Качество жизни – вещь субъективная.
Но когда страна выходит из рецессии, попадает в мировые рейтинги, принимает у себя мировых звезд, а новости все чаще вызывают чувство нормальности, начинаешь верить статистике. Даже если аренда снова подорожала. До скорой встречи!